Угу. Иди купи билет. Так, а мы пришли к дворцу Ширваншаха. Чтобы во всем этом разобраться, мы взяли гида, чтобы он нам рассказал подробно историю дворцового комплекса. Стоимость билетов. Сейчас расскажу вам секретную информацию. Ее нету на ценнике. Нам, 3 человекам, 2 взрослым и ребенок школьного возраста, у них есть, оказывается, какая-то семейная скидка, которая не озвучена, 10%. То есть наша стоимость билетов составляла 36 манат. Мы взяли билеты за 33, это подсказал нам гид. Такой вот секретик. Пока начинаем. И знаете у нас как будет? Камера, когда двигаешься... Хорошо. У нас, знаете, как будет? У нас будет как фильм снимаем. Например, фильм посмотрим, сериал посмотрим. И каждый фильм, сериал, начало бывает фрагмент. У нас тоже одно и то же. 6-8 минут будет фрагмент. Потом уже дальше мы будем продолжать посмотреть все места. Хорошо? Пожалуйста. Это кухня. Да. Пожалуйста. Вы только зашли или как? Нет, вы присаживаетесь пока здесь. О, да? Да. Холодно, наверное. Не будет холодно. Можно, дорогой, сюда? Меня зовут Ниджат. Добро пожаловать к нам в Баку, уважаемые. В данный момент я работаю в Азербайджан, столице в Баку. В Баку еще внутри есть маленький город, название по-нашему Ичари-Шахар, на русском называется внутренний город. А популярное название Старый город. Почему? Потому что в Баку начал вообще-то вот этого места дворец Ширваншахлар комплекс. Поэтому говорят Старый город. В данный момент 21 век, когда была 7-8 век, не только старый город, еще Азербайджан, Баку, была половина Баку, была море. Когда море нужно корабль, когда корабль нужно порт и маяк. Смотрите сюда. Начало, вот это место, уважаемые, вот это круглое место начали построить, пожалуйста, вы тоже посмотрите. Это место название был маяк, уважаемый. А когда маяк, где море, где корабль, тогда будет большая волна. А когда волна, тогда будет землетрясение. И тогда должна быть это место слабо, уважаемый. А почему с 7 до 21 века в данный момент тоже сильное? Потому что еще тут построили волнорез. Вот это место. Посмотрите. Вот это место будет волнорез. У нас стоп-кадр сделайте, пожалуйста. С 7 до 19 век в Азербайджан, вообще-то не 7-6, я так скажу вам. 6 до 19 век у нас Азербайджан, население не было мусульманцев. У нас Азербайджан, население был зороастризм. Они кто храм огнепоклонник. Они кто Фарс, Дехли и Непал, Катманду. Когда уже это они кто? Иранцы и из Индии. Еще чуть-чуть рядом есть гор Непал. И они жили до века 19, тогда уже приехали сюда из Ирака, Сирия, Палестина, Амман. Это не Оман. Оман салтанат, а Амман Иордания. Тогда начали жили после Баку,
Вот видите, столица в Баку 160-180 километров города Шамаху. Я сейчас покажу так. Чуть-чуть поближе можно? Да, наверху, вверх. Вот да. Это место, Шам-Ахы. Сейчас написано Шам-Ахы, а раньше название было Шам-Аху, уважаемые. А почему Шам-Аху? Потому что, еще раз скажу, Ирак, Сирия, Палестина, Амман. Из Сирии столицы города название Шам, в арабской братья название Аху, значит братья из Шам город. Поэтому название там города Шам-Аху. И когда они жили до века XIV, тогда они там построили дворец Ширваншах. А что такое Ширваншах? Шир – лев, ван – территория. Как у нас говорят джан, мусульманский народ говорит джаным сам. Это джан целый, который там, как у вас говорят, любимый, например. А шах – это название президента. Ширваншах. А там из Ирака. У вас название апостолов, у нас имам. У вас апостол, пророк и помощник, у нас имам, пророк и правнук. Седьмой имам Мусей Казым. Из Ирака они начали жили там, где Шамах города, и там построили дворец Ширваншах. У каждой республики бывает Ширваншах сейчас тоже. Ширваншах, например, наш дальний момент Ширваншах, Ильхам Алиев. Ваши Владимир Путин. Нет. Казахстан? Да. Извините, простите, у нас пожалуйста. Такаев. Да, у вас Ширваншах, а сейчас название президент Такаев. А самое главное, вот каждая республика, их Ширваншах был седьмой имам населения. А тогда уже начали после дворец Ширваншах, и тогда уже построили вот это место, название было Хюнсар. Что такое Хюнсар до этого? Хюнсар вообще-то, в данный момент у нас есть девушка, гыс, женщина, ханым. Раньше была девушка Хюнсар, женщина Биби. У вас тоже так же раньше был, да? Раньше у вас тоже была женщина Биби, не ханым. Сейчас говорят, например, как ваше имя, извините? Оксана. Оксана ханым, Ксюша ханым, типа так. А раньше был Ксюша Биби. Да, это как название. И они, когда уже там, которые и тут построили, почему? Потому что девушка всегда защищает себя от мужчин. И тут тоже, когда на улице война, и здесь спрятали девушка, женщина, слабые люди. Угу. Это башня, то есть где Да. это укрепление, где прятались? Да, девичья башня. Девичья башня? Да. Я про пока девичью башню рассказываю. Когда уже они делают так, вот это построили, тогда уже век 19, 13, 14 века, они жили там, уже тогда начал, где в Шамаха города землетрясение, тогда уже начало. Второй Менечегир разрешил, который Шах Менечегир разрешил, и построили дворец Ширваншахлар комплекс. Шах один, Шахлар много человек. Видите? Тут написано Ибрахим Халилуллах Фаррух Ясар. Ибрахим Халилуллах Фаррух Ясар. Они, их, которая династия Ширваншахов, вообще-то 6 до век 15. Самый, 44. Вот да. Вот еще, вот да. Так, самый последний, да. Это век 15, 1579 году вообще-то. Году это стал музей. Это место тогда для туризма они открыли, уважаемые. Вот это место. А вход, можно вас? Вход был вот этот дверь. Уважаемые. Вот видите? Черный. Оттуда они зашли, спускали вниз, там уже это использовал как кухня. А раньше, как они связывали? Подойдите сюда, пожалуйста. Открыли тут окно, отсюда кричали: эй, народ, Шах хочет плов.
Там подготовили, поэтому наша традиционная еда шах-плов. Дворец Ширваншахлар комплекс. И здесь 52 комната, 1 гектар. 52 комната, 3 террас и 200 солдат был. У каждого солдат должен одевать хорошую одежду, и оружие тоже должна быть хорошее. Смотрите сюда, уважаемые, рисунка как. Это название по-нашему ханджар. Ниже чуть-чуть, вот там тоже написано ханджар. Видите? Там написано, я так покажу. Вот так, ханджар. И этот называется галунч. Сюда. Вот этот отсюда тоже написано. Ничего. Вот этот тут галунч написано. И тело покажите, пожалуйста. Галунч этот для войны, уважаемые. Смотрите, ханджар, когда они убили животники, а животники кожу отрезали раньше, уважаемые. Где в кухне? Сейчас как нож у нас. А этот раньше название был по-нашему даже, как Советский Союз. Сейчас в армии говорят штык-нос. Это не это как сувенир. Раньше такой же модель был. Я знаю. Это как модель такой же был. Не детский. Да. Сейчас, знаете, как это реставрация, они, не под ребенка. Это просто кожа. Сейчас мы заходим. Название тут тронный зал. Пожалуйста, уважаемые. Салам. Недесен. Салам. Это место называется тронный зал. У Шаха кресло раньше был там. Вот видите, где монитор? Вот это место, уважаемые. А раньше его кресло было одно и то же. Вот такое же, уважаемые. Сейчас покажем вам. Вот такое кресло, уважаемое. А почему его кресла сейчас нету? Потому что в 1918 году у нас был большевик война. 31 марта, 2 апреля. Когда начала у нас война, тогда кто говорит, этот его кресло разбили, а кто говорит, это от землетрясения, а кто-то говорит, который есть сейчас, они сохраняют, где в Дербент города, уважаемые. А просто, еще раз скажу, в 1964 году у нас Девичья башня, дворец Ширваншахлар, когда стал музей, и археолог, они тут нашли много цветок. Посмотрите наверху. Много, да, еще наверх, да. Много цветок. Окей. И орнамент. Смотрите, окно как. Вот видите, орнамент. Тут тоже такой же. Почему так? Вот этот место. Еще, вот видите, там уже окно. Там тоже такой же орнамент, уважаемый. А почему так? Подойдите, я сейчас покажу вам. Видите, тут орнамент и цветок, потому что здесь цветок много, и орнамент тут такой же. Почему? Потому что раньше, после каллиграфии, самый богатый музей работал был каллиграфия, а после каллиграфии был уже про мед, уважаемый. Это соты. Чуть-чуть покажите, вот видите, вот такой же. Работа про мед. То есть во всем виноваты пчелы? Мед тоже богатая работа, а самый первый каллиграфия, уважаемый, перевод Корана. Раньше, который у нас все государственный народ, который там государственный, кто работает, они передали для всех народов, покажите это, пожалуйста, про поднос. Передали еда, когда Новруз, когда Ураза, когда который там день праздник, тогда и здесь этот поднос название по-нашему азербайджански, можете тут посмотреть, Меджмеи. Даже сейчас, вот здесь, да, Меджмеи, даже сейчас наши люди даже не знают, что такое Меджмеи.
Это русский язык поднос, азербайджанский меджмей, уважаемые. И просто посмотрим, какой женский, какой мужской поднос. Смотрите сюда. Тут два глаз, усы, два глаз, усы, шапка. Видите? Шапка, еще есть кресло. Тут кресло, еще которое там можете посмотреть, как они раньше одевали шапку. Ну, такой же. А сейчас, этот мужской. А сейчас вам покажу женский поднос. Посмотрите. Это солнце. Видите? Тут солнце, рисунка как девушка, уважаемая. Еще есть бута. Бута вообще-то перевод по-нашему называется огонь, по-вашему, уважаемая. Огонь, когда большой огонь горит, это тоже цифра 9. Я вам сказал там, уважаемый, рассказал, а просто до конца не рассказал, уважаемый, все. Цифра 9, религиозная цифра. 99, Библия, Коран, имен Аллаха, уважаемый. Когда бута еще наоборот, тогда тоже будет 99, уважаемый. Вот так. Так, Пожалуйста. это 19 век получается? Это все новый. Я про истории рассказываю. Нет, да, вообще. Да, это все поднос. новый, уважаемый. Новое, Все, да? да. Это музыкальный инструмент. Ну, тут экран, да? Как будто шах сидит, они дают еда, все. Вообще-то это новый, я вам так скажу. Название уд. Уд вообще-то от 13 века пользовали раньше, уважаемые. От 13 века. А этот все название, которое там, вот это уд, этот, как название, сантур, еще, это тоже чанг название, джанг. Так они поют, играют. Это все, уважаемые, половина турки, половина арабский, уважаемые. Турки арабский. Это арабский. Вот сейчас есть голос, сейчас слышно, да? Это такой. Уд, уважаемый. То есть эта музыка сейчас играет вот этого инструмента? Да? Это все украшения. Это все украшения. Для женщины и для, извините, для лошади. Почему? Потому что раньше всех подарков был handmade. Это на русском название ручной работа. Почему только женский и для лошади? Потому что у нас раньше работал только мужчина. А кто работает, то подарка подарит. Должен подарить даже. И у нас в данный момент мы от утра до вечера работаем. Раньше вообще-то был год, 6 месяцев работали, 6 месяцев дома отдыхали, уважаемые. И когда, смотрите сюда, можно? Когда уже, например, муж входит на работу, и женщина дает немножко волос от своего, который там волос. И где он работает, он положит в ванну, наливает вода и положит туда. Тогда будет уже деление, которое как волосы. И потом, где он работает, после работы, он поднимает гор, где солнце попадает, там собрать золото. Сейчас YouTube тоже так показывает. Собрать золото и потом зажигать, бывает это как жидкость, потом он делает handmade подарок, это ручной подарок, никакой деньги не тратит, уважаемые. И такой же рисунка, как схой, который, да, и тогда Так он... это оказывается веревочка, сплетена косичка из женского волоса. Да? Это каждый муж, уходящий на работу на 6 месяцев, брал прядь женских волос своей жены. И потом их использовал для украшения. Должен принести уже с золотыми украшениями. Да, и домой должен прийти уже с золотыми украшениями. Это не золото, просто да. Abi necəsən? Nə var, nə yox? Sağ ol qardaş.
штамп, да? Это украшение для лошади. Да. Штамп. Каллиграфия. А тут, это место вообще-то здесь они сделали ксерокопия и перевод Коран. А просто раньше, первый раз, бумага они как нашли, вы знаете вы? Кожа из верблюда, уважаемые. Бумага из верблюда? Да. На коже писали? На коже, да. И потому что, почему говорят, тут, я вам сказал, самый тяжелый работа был каллиграфия, самый первый, много, который там хорошие деньги. Потому что раньше, вот этот, например, если кто-то какую-нибудь ошибку делает, тогда эта кожа уже должна быть, они порвать и еще новый. Раньше самый дорогой вещь, который там был, верблюдная кожа, уважаемая. И этот человек должен быть сирота человек. Почему? Не будет который отвергать направо-налево. Это почему? Потому что, раньше еще раз скажу, самый тяжелый, который там был, вещь перевод Корана. А просто они, когда отрезали кожу, где положили, где солнце попадает, тогда уже бывает сухой, тогда уже они из дерева листочки собрать, просто каждый цвет для сезона. Собрать, положить железная тарелка, вода наливать, зажигать, бывает как жидкость, как у нас хаш готовит еда. И тогда бывает уже чернил, они с которых там с дерева палочка делают, потом уже пишет на коже. Разноцветные чернила делали. И один Коран книга минимум пишет человек 1 год. За эту сумму, это как? С детства времени они учат до 18 лет, после 18 до 36, до 35 работают. После этого выходит как в пенсию, уважаемые. Тогда уже они за эту работу может держать минимум 1-2 семья, кроме себя, уважаемые. То есть всю жизнь работает, копит деньги, только потом уходит и не женится. жизнь, как полицейский, 35-36 лет работает, потом уже входит в пенсию, опять каждый месяц получает деньги. Это ксерокопия, это не оригинал. Да. Это пенал. Для палочек, наверное, да? Да. Есть зимний сезон, есть летний сезон. Когда зимний сезон, тогда у нас дома бывает ковер. А раньше ковер совсем толстый был, чем сейчас. А когда уже летний сезон, тогда нам ковер не надо, не нужно, тогда будет дома совсем тепло, совсем жарко. А для этого построили тут они название шабака. А это шабака почему? Потому что вот здесь написано шабака. Все видно. Шабака. И шабака почему нужно? Потому что шабака солнце убывает. Солнце убывает, и просто заходите внутрь. У нас дома ковер не бывает, дает еще хороший орнамент для дома. Видите, уважаемые? Цветомузыка. Вот такой же. И тогда будет наш дом, когда у нас будут гости, подойдите сюда. И такой же орнамент дает хороший цвет от окна. Это от солнца. Отсвечивает. Вот да, пожалуйста. Это рабочие. Вот это место, первый этаж. Рабочие, которые они там отдыхали, и там использовали как кухня. Я вам показал, где там. Отсюда тоже был вход. Еще это как циркуляция для вниз. Колодец покажите, пожалуйста. Да, вентиляция. Ух ты, а здесь что-то прям красиво. Здравствуйте. Этот макет старого города. Старый город 22 гектар. 6, 8, 19 и 15 век. Девичья башня.
Я сейчас найду палочку. Вот все, найду, нашел. Вот это девичья башня. Вот да. Еще династия Ширваншах, который там они в век 19 приехали в Азербайджан, в век 14 был уже стал землетрясение, начали построили тут дворец Ширваншахлар комплекс. Вот этот место. Извините. Вот этот место. Еще 1200 лет назад, вот это место, да. 1200 лет назад, которые там построили тут мечеть, не надо. Наоборот, тут построили мечеть, название Мухаммед мечеть, уважаемый. Вот этот мечеть. Вот этот мечеть, Мухаммед мечеть. Почему название Мухаммед? Потому что там архитектор, его имя, название Мухаммед, уважаемый. Чуть-чуть уже побольше сделайте, совсем. Вокруг крепостная стена, я так покажу еще раз. Вокруг крепостная стена, тут построили ниже век 19 защита для моря, наверху построили век 15 защита для войны. Это бойница для солдат, это бойница для пушек, это бойница для катапульт, уважаемые. Потому что где окно есть, окно это для пушки, без окна катапульт, потому что вверх кидает. И этот тогда уже ночной старый город. Вот этот место. Дворец Ширваншахлар. Вот видите, от оружия это место осталось, от войны. Дырочка, да. А просто, еще раз я вам скажу, Гюлля-барабан, след которого, видите, здесь 31 марта до 2 апреля, еще раз я вам скажу, в 1918 году был у нас большевик война, уважаемые. Эта комната, раньше которой там не было ворота, а почему и когда открыли, когда уже стал это место музей, в 1964 году для директора открыли комнату, уважаемые. А просто сейчас директор работает, как мы. У них отдельной комнаты нет. Они не хотят даже. Вот такой же. Пожалуйста. Диван-хана и шах-турбаси. И тут диван-хана мавзолей написано. Почему диван-хана это название парламент? А почему еще, еще почему есть название собрания, мавзолей? Потому что второй Халилуллах, второй президент, первый Ибрахим, потом Халилуллах, потом Фаррух Ясар. Халилуллах, который там это место, он сделал для себя век 15, сам последнее место, тут они построили. Век 15, который там был, и здесь мавзолей для Халилуллаха, просто Халилуллах Азербайджан тут не умер. Он в другой городе умер, и для его, тут где, я сейчас покажу так, Дехли, еще раз скажу, Фарс, Дехли, Непал, Катманду. Там они делали Скандар Лоди, одно и то же. Там похоронили. В Катманду? Да. Нет, это не Катманду. Дехли. Дехли внутри Индии. Дели. Дели. Да. И здесь его, который там третий, этот президент, Фаррух Ясар, тогда и сделал тут диван-хана. Диван – это хана место. Диван – это как собрание, уважаемые, как эта проблема решает, тут типа такое же, да. И сюда, подойдите, пожалуйста, я вам покажу. Да. Мирамхана. Что? Лучше говорить всего Мирамхана. Мирамхана. И здесь почему такое много колодца, мы сейчас посмотрим. Потому что, когда была летний сезон, тогда, еще раз скажу, слишком жарко бывает тут. Почему? Потому что тут асфальт не было раньше, и здесь раньше был только гор, песок. И поэтому тут открыли колодец как для холодильника, уважаемые. А там поставили еда и вода, потом давали всем, это место вообще-то, это вокруг зал ожидания, давали всем народ. Вот видите, много колодцев тут. Да.
То есть все, кто ждал очереди на прием, сидели Да, здесь? да, здесь сидели. К шаху. Потом, да. Это не шаху, здесь, которые там их не рабочие. Они, которые там уже делали собрания, как сейчас, ну, президент, министр, депутат, адвокат, да. Народ, они зашли оттуда, уважаемые, вот этот ворот, отсюда. Еще там есть, как надзор в тюрьме бывает, одно и то же. Там уже был этот... Смотровая башня. Да, смотровая башня. Человек встал и лежит. Здесь рисунок они делали тут. И плюс тут написано 6 раз. Аллаху Акбар, Аллах Вахид. Аллах велик, Аллах один. Самый велик. Еще там написано 6 раз. Ашаду анна ла илляха илляллах ва ашаду анна Мухаммадан абдуху ва расулаллах. Опять, когда мы наоборот поворачиваем, 66, 99, опять имен Аллаха, уважаемые. Пожалуйста. А мы туда не будем заходить? Можно? Пожалуйста, заходите. Откуда? Отсюда? Это Пожалуйста. что такое? Тут решили, которые там проблемы, уважаемые. А, то есть это диван, где они? Да, диван-хана, вот это внутри, да. Это направо комната, это как место как для архивов. Вот это место, уважаемые. Вот тут. Это Ресепшн, типа так. что? А, рецепшн. Да. Секция, как у вас, да, у вас это ресепшн называется, а у нас тоже, как ресепсион. У вас как называется? Секретарь. Да? Приемная. Совсем самый выше, наверх, да. Еще, вот, да. Этот круг, это как для акустики, уважаемые. Это как эхо дает. Я сегодня не принимаю. Как? Что? Муж заглядывает, я говорю, сегодня не принимаю. Сегодня. Собрание на завтра перенесли. Заходите. А, здесь это фотосессия. Привет! Салам алейкум. Это фотостудия, уважаемые. Даже можно люди одевать тут одежду. Это просто как только куртка вы будете раздеваться, и только сверх будете. Я вам покажу. Не, спасибо, нет. Ой, какие ступеньки высокие. Так, сначала идем сюда, налево. Солнышко выглянуло. Прям потеплело. Баиловская крепость. Ну, это, видимо, все найдено при раскопках. Так, это остатки мечети Кейгубат. То, что осталось от мечети. The stairs are so small. Yes. I know. What do you even do down there? You pray for the one for the dead.
No, wait, you wait. I'll get you to come. One by one. Ух ты. I'm waiting. А что там Yeah? такое? Что-то спускается, что-то там такое есть. I want to sit while going home. Ну, это сейчас, наверное, закрыли, чтобы народ не падал. Мне не видно вообще. Ну, ты, может, типа колодца, бы ж воду собирали. Может быть, да. Башни огня видно отсюда хорошо. Это получается арабская вязь. Из этих камней они вот украшали здесь дворец. Мам, здесь ступеньки тебе точно не понравятся. Да, я видела. Так, это, наверное, мавзолей. Мгм. Да. Мавзолей семьи. Здесь захоронено 7 человек. Так, мавзолей семьи Ширваншахов был построен архитектором Мухаммедом Али для захоронения матери Ширваншаха, Беки Ханума и его 6-летнего сына Фаруха Эмина. Затем здесь были похоронены и сам Ширваншах Халилуллах I, его жена Ханика Ханум, а также его сыновья Мухаммед, Ибрагим, Амир, Бахрам, Шейх Салех. Это получается как тюрьбе в Стамбуле. Следствие 1900. Шахская мечеть, 15 век. Состоит из 2 молитвенных помещений. Большой зал предназначался только для шаха и его придворных. Маленькая комната для женщин во дворце. Это маленькие комнаты. Ничего не видно. Ковры лежат. Orada neyse var idi. Var idi. Тут, видимо, был внутренний дворик для отдыха. Так, баня. Баня 15 век.
Обнаружено во время раскопок в 1939 году. Ух ты, какой комплекс огромный. Это получается только это для шаха и дворцовых служащих? Как интересно. Прям настолько под землей, да? Все это уже за 5 веков так заросло по самую крышу. Наверное, кабинки какие-то были индивидуальные. Или же подразделялось по категориям служащих. Интересно, как вода подавалась сюда. Ведрами носили. Смотрите, какое соседство, да, археологические памятники и современные дома. Как интересно.